Казалось бы, обычное видео запечатлело момент, который потряс весь мир. То, что эта девушка сделала с жеребцом, лишило всех дара речи. С тех пор эта удивительная сцена стала популярной, и вы должны увидеть ее, чтобы поверить в это. Эмили Карвер и ее отец Том прибыли ранним утром в самое сердце сельской Монтаны. В маленьком городке Вестридж царило оживление в связи с ежегодной ярмаркой лошадей. Вестриджская конная ярмарка, которая традиционно отмечала конец лета и привлекала зрителей и участников со всех окрестных округов. Эммили, 16-летняя девушка с каштановыми волосами и спокойной уверенностью, несвойственной ее возрасту, была в центре внимания в этом году, а благодаря своей глубокой привязанности к лошадям стала почти легендарной в местных кругах. Отец и дочь прибыли в сопровождении своей скромной семейной лошадки по кличке Герцогиня, запряженной в старый пикап «Форд». Когда они сидели в импровизированном загоне, взгляд Эмили привлек новый участник ярмарки. Великолепный угольно-черный жеребец по кличке Чиф, известный своим неуправляемым нравом. Его владелец, Хэнк Майерс, изо всех сил старался удержать Чифа под контролем, когда они приблизились к арене. В порыве раздражения Хэнк громко заявил всем, кто был в пределах слышимости, что продаст Чифа любому, кто достаточно храбр, чтобы справиться с ним. Его слова, наполовину шутка, наполовину отчаяния, разнеслись по воздуху и достигли ушей Эмили. Не колеблясь ни секунды, она подошла к Хэнку со спокойным, но решительным выражением лица. «Мистер Майерс, я бы хотела попробовать», — сказала она ровным голосом, несмотря на ропот, который начал пробегать по толпе. Скептицизм стороннего наблюдателя был очевиден. В конце концов, шеф отбивался от более опытных наездников, чем Эмили. Хэнк усмехнулся этому предположению, пренебрежительно оглядев Эмили. Хрупкая фигура Эмили. «Это не игра, юная леди. Шеф не для школьниц». Неожиданно вмешался отец Эмили, который гордился способностями своей дочери, превозмогая свою обычную осторожность. «Дай ей попробовать, Хэнк. Если она может справиться с герцогиней, то справится и с твоим жеребцом», бросил вызов Том, ободряюще обнимая Эмили. Хэнк неохотно согласился, и когда Эмили приблизилась. «Шеф!» — толпа затаила дыхание. Вместо того, чтобы немедленно вскочить в седло, Эмили долгое время просто стояла рядом с шефом, протянув руку и позволяя ему понюхать ее запах. Ее необычное спокойствие и терпеливость по отношению к лошади вызвали ропот любопытства. Неожиданный случай произошел, когда Эмили, вопреки всем ожиданиям, ловко запрыгнула шефу на спину без седла. Толпа ахнула, когда Чиф встал на дыбы, молотя воздух своими мощными ногами. Но Эмили не отпускала его, шепча ему на ухо так тихо, что только Чиф мог слышать ее голос. Постепенно его мышцы расслабились, а копыта мягко опустились на землю. Теперь уже верхом на Чифе Эмили повела его к главной площадке соревнований. Первоначальный скептицизм толпы сменился благоговейным трепетом, когда Чиф откликнулся на тонкие команды Эмили, выполняя сложные маневры по выездке, которые Хэнку никогда не удавались с ним. Все были шокированы, когда местный блогер, который вел прямую трансляцию ярмарки, запечатлел каждый момент выступления Эмили. Когда Эмили и шеф танцевали вместе в неожиданной гармонии, видео разошлось по всем социальным сетям, набирая тысячи просмотров с каждой минутой. Когда Эмили спешилась, толпа разразилась аплодисментами не только за ее храбрость, но и за прекрасное взаимодействие, которое она продемонстрировала с такой сложной лошадью. Хэнк подошел к ней. На его лице недоверие смешивалось с вновь обретенным уважением. «Девочка, у тебя подарок», — неохотно признал он, протягивая ей руку. Поворот был раскрыт, когда телефон Эмили зазвонил с уведомлением о прямой трансляции. Видео под названием «Молодая девушка укрощает дикого жеребца»
уже стало популярным, со всего мира посыпались комментарии, восхваляющие ее мастерство и храбрость. К тому времени, когда Эмили и ее отец вернулись домой, видео с ее укрощением вождя собрало ошеломляющее количество просмотров. Первоначально комментарии были в основном положительными. В них ее превозносили как вундеркинда в дрессировке лошадей. История неожиданного успеха Эмили, казалось, стала сенсацией. В одночасье, но общественное мнение непостоянно и вскоре изменилось. Рано утром следующего дня критический комментарий от известного специалиста по лошадиной этике вызвал бурю похвал. Хотя талант девушки неоспорим, нельзя не усомниться в методах, использованных в столь кратком сеансе приручения. Это не магия, это либо подстава, либо потенциально опасная тренировка, превращенная в спектакль. Этот комментарий посеял сомнения и вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. По мере того, как видео продолжало распространяться, крупные новостные агентства подхватили эту историю не только из-за зрелищности, но и для обсуждения этики вирусных видеороликов о дрессировке животных. Они пригласили экспертов, чтобы обсудить потенциальный стресс и долгосрочные последствия для лошадей, подвергшихся внезапной славе и интенсивным тренировкам. Эмили с замиранием сердца наблюдала, как ее триумф превратился в скандал. Тем временем школьная жизнь Эмили осложнилась. Шепот преследовал ее, когда она шла по коридорам. Некоторые одноклассники боготворили ее новообретенную славу, другие возмущались этим. Группа студентов даже организовала петицию с требованием, чтобы она продемонстрировала свои методы обучения вживую, чтобы развеять все сомнения в их законности. Затем у нее появился неожиданный союзник. Известный тренер по верховой езде из соседнего штата обратился к Эмили, предложив поддержку и руководство. Он выразил уверенность в ее способностях и пригласил ее к себе на ранчо, чтобы обучиться передовым, гуманным методам дрессировки, которые помогут развить ее природный талант и, возможно, доказать неправоту ее критиков. В разгар этой суматохи Эмили получила анонимное электронное письмо с видеообращением. Это была подборка ее воспоминаний о времени, проведенном с лошадьми за эти годы, прекрасно отредактированная, чтобы показать ее нежный подход и позитивные изменения, происходящие с животными, с которыми она работала. Видео заканчивалось посланием: «Истинный талант проявляется в противоречиях, продолжайте доказывать, что они неправы». Воодушевленная, но настороженная, Эмили поняла, что ее путь вот-вот примет более серьезный оборот. Ей нужно было выбрать: уйти от внимания общественности или принять его и использовать свою платформу для пропаганды этичного воспитания животных. При поддержке своей семьи она объявила о проведении демонстрации в прямом эфире, чтобы прояснить противоречия. Мероприятие планировалось транслировать по всему миру, что еще больше подогрело интерес к ее истории. Когда начались приготовления, местная группа по защите прав животных объявила, что они посетят демонстрацию, чтобы убедиться, что методы Эмили были прозрачными и гуманными. Их присутствие обещало дополнительное давление, но также давало Эмили возможность продемонстрировать свою искреннюю заботу и опыт на более широкой сцене. За несколько дней до мероприятия, во время обычной тренировки, Чиф, жеребец, которого она славно приручила, неожиданно разволновался, чем сбил Эмили с толку. Инцидент, запечатленный камерой ее отца, просочился в интернет перед демонстрацией, что еще больше поставило под сомнение ее способности и вновь вызвало опасения по поводу того, как она справляется с лошадьми. Несмотря на растущий скептицизм, наставник Эмили, известный тренер, который обратился к ней ранее, неожиданно прибыл на их ранчо. Его неожиданное появление принесло не только поддержку, но и богатство знаний. Он тесно сотрудничал с Эмили, совершенствуя ее методы и морально готовя к предстоящим испытаниям. Его руководство изменило ход повествования, представив Эмили как преданного исследователя поведения лошадей,
а не просто чудо-юдо с одним хитом. В день демонстрации, когда Эмили вышла на арену, местная новостная станция, изначально настроенная критически по отношению к ней, прислала команду для освещения мероприятия, предоставив платформу, которая могла либо оправдать ее, либо очернить еще больше, в зависимости от результата. Начав, Эмили шаг за шагом продемонстрировал свой подход, объясняя свои действия и ответы шефа. Ее подробные объяснения и спокойное поведение постепенно распространились по толпе. Однако во время демонстрации она внезапно заколебалась, по-видимому, отказываясь сотрудничать. Напряжение в зале резко возросло, зрители перешептывались, а критики были готовы наброситься на нее. Быстро восстановив самообладание, Эмили скорректировала свою технику, используя другой набор приемов, который она не планировала демонстрировать. Спонтанная адаптация не только сработала, но и произвела впечатление на аудиторию, продемонстрировав ее гибкость и глубокое понимание психологии лошадей. По окончании демонстрации лидер группы по защите прав животных встала, взяла микрофон и публично извинилась перед Эмили. Она поблагодарила молодого тренера за уважение и заботу о лошадях, признав, что ее тщательная и продуманная презентация опровергла их первоначальные сомнения. После успешной демонстрации ее репутация пошла на поправку, и Эмили вновь обрела целеустремленность. Однако она понимала, что для того, чтобы по-настоящему заявить о себе, ей нужно было не просто восстановить свое имя. Она решила организовать серию семинаров по этической дрессировке лошадей, пригласив как скептиков, так и сторонников узнать о ее методах из первых рук. Неожиданный поворот произошел, когда уважаемый ученый-лошадник, доктор Лайла Дженсен, выразила заинтересованность в участии в семинарах. Доктор Дженсен ранее критически относилась к вирусным методам обучения, и ее поддержка могла бы придать значительный вес методам Эмили. Методы. Однако доктор Дженсен выдвинула условия. Она хотела провести независимое исследование долгосрочных последствий обучения Эмили, чтобы научно обосновать свой подход. Эмили согласилась, увидев в этом возможность применить свои методы в научных исследованиях. Семинары начались с энтузиазма самых разных участников, начиная от любителей лошадей и заканчивая профессиональными тренерами. Эмили умело обращалась с разными лошадьми, демонстрируя свои нежные, но эффективные приемы, основанные на понимании уникального психологического профиля каждой лошади. По ходу занятий. Известная своим упрямством лошадь, которая сопротивлялась предыдущим тренерам, положительно отреагировала на подход Эмили во время одного из занятий. Трансформация была глубокой и мгновенной, поразив зрителей и предоставив ощутимые доказательства эффективности ее метода. Тем временем продолжающееся исследование доктора Дженсен привело к неожиданному повороту событий. Предварительные результаты показали, что лошади, обученные под руководством Эмили, демонстрировали более низкий уровень стресса и улучшали поведенческие показатели по сравнению с лошадьми, обученными по более традиционным методам. Это свидетельство стало весомым подтверждением работы Эмили. Но доктор Дженсен предупредил, что для получения окончательных результатов необходимо больше данных. Узнав о выводах доктора Дженсен, крупная организация по защите животных обратилась к Эмили. Они предложили ей сотрудничество в продвижении гуманных методов дрессировки по всей стране. Это партнерство дало бы Эмили возможность влиять на более широкое сообщество любителей лошадей и выступать за перемены в национальном масштабе. Когда семинар подошел к концу, к Эмили подошел режиссер-документалист, который незаметно наблюдал за ходом семинара. Он предложил создать полнометражный документальный фильм о ее путешествии и влиянии ее философии обучения на мир лошадей. Ожидание выхода документального фильма придало истории Эмили новое звучание. Премьера фильма под названием «Шепчущие копыта» состоялась на престижном кинофестивале и привлекла внимание как представителей конного спорта,
так и более широких кругов индустрии развлечений. Эмили присутствовала на премьере, ее нервы были на пределе из-за волнения, вызванного возможностью поделиться своим путешествием с мировой аудиторией. Во время сессии вопросов и ответов после премьеры известный тренер по верховой езде из Европы публично бросил вызов Эмили, поставив под сомнение масштабируемость ее методов для более крупных тренировочных комплексов. Его скептицизм вызвал бурную дискуссию среди аудитории, разделив мнения и вызвав шумиху в средствах массовой информации. В ответ Эмили, проявив хладнокровие, пригласила скептика на публичную демонстрацию, запланированную на следующий месяц, предложив обучить нескольких лошадей из разных стран, чтобы доказать адаптивность и эффективность ее методов. Этот открытый вызов не только подтвердил ее уверенность, но и усилил интерес к ее методикам. Пока Эмили готовилась к этой масштабной демонстрации, один из ведущих конноспортивных журналов предложил осветить мероприятие и взять у нее интервью. Выставка предоставила возможность охватить более широкую аудиторию, но это также означало, что ставки были выше, чем когда-либо. Эмили обнаружила, что у одной из лошадей, отобранных для демонстрации, в анамнезе были травмы и сильное беспокойство, но ее команда упустила этот факт из виду. Столкнувшись с этой проблемой, Эмили увидела шанс по-настоящему продемонстрировать глубину своего понимания поведения лошадей. Она адаптировала свою программу, включив в нее методы, связанные с травмами, которые она разработала в сотрудничестве с лошадиными психологами. Когда наступил день демонстрации, Эмили работала с беспокойной лошадью, и ее усилия были встречены молчанием зачарованной толпы. Трансформация лошади, когда-то нервозной и недоверчивой, в спокойное и отзывчивое животное была впечатляющей. Успешное вмешательство продемонстрировало потенциал ее методов для решения более глубоких поведенческих проблем, выходящих далеко за рамки базовой дрессировки на послушание. Сразу после демонстрации представитель Международной организации по защите животных обратился к Эмили с предложением профинансировать исследовательский институт, занимающийся изучением и преподаванием ее методов дрессировки. Эта возможность позволила бы ей расширить свое влияние и внести свой вклад в академическое понимание гуманной дрессировки животных. На фоне своей растущей известности Эмили изо всех сил старалась уравновесить свою общественную роль со своим личным стремлением к более простой жизни. После долгих размышлений она решила принять финансирование, но основала институт в своем родном городе, чтобы оставаться верной своим корням и продвигать свою миссию. По мере того, как влияние Эмили в мире коневодства росло, фундамент научно-исследовательского института стал краеугольным камнем этического воспитания животных. Открытие учреждения было запланировано на торжественную церемонию, на которой должны были собраться самые влиятельные умы в области ветеринарии и психологии животных. Однако по мере того, как шли приготовления, начали возникать непредвиденные проблемы, гарантирующие, что путешествие Эмили будет таким же динамичным, как и прежде. Всего. За несколько недель до открытия института крупный благотворитель неожиданно отозвал свое финансирование, сославшись на экономический спад. Этот финансовый кризис грозил отложить открытие на неопределенный срок. Однако Эмили это не смутило. Она запустила краудфандинговую кампанию, поделившись своим видением с общественностью, и была ошеломлена всеобщей поддержкой. Средства были быстро пополнены, что позволило не только покрыть дефицит, но и предоставить дополнительные ресурсы. Пока институт готовился к новому открытию, Эмили и ее команда завершили прорывное исследование, продемонстрировавшее значительные улучшения в методах реабилитации лошадей, подвергшихся жестокому обращению. Исследование было принято к публикации в престижном научном журнале, что свидетельствует о потенциальном влиянии института на благополучие животных и методологии их дрессировки.
Во время живой демонстрации на церемонии открытия института была показана лошадь, которую Эмили лично реабилитировала в течение нескольких месяцев. Продемонстрировал невероятный прогресс, впервые выступая перед аудиторией без признаков беспокойства. Эта живая история успеха наглядно продемонстрировала миссию и возможности института, обеспечив дальнейшую академическую и финансовую поддержку со стороны различных организаций. Однако с ростом популярности института Эмили столкнулась с растущим давлением, требующим повторить ее успех в более широком масштабе и в различных условиях. Критики сомневались, что ее методы могут быть универсально применены во всех сценариях обучения. В ответ Эмили инициировала серию совместных проектов с международными учебными центрами, чтобы адаптировать и протестировать свои методы в различных условиях, стремясь создать универсально применимую модель обучения. Во время регулярного обзора программ Института Эмили осознала потенциал распространения своих методов не только на лошадей, но и на другие виды животных. Вдохновленная, она начала создавать новое подразделение в институте, ориентированное на более широкое применение ее принципов гуманного обучения. По мере того, как росла репутация Эмили, ее методы привлекали внимание не только тренеров по верховой езде, но и специалистов за пределами конноспортивных кругов. Признавая ее уникальный подход к поведению животных, ведущее зоологическое общество обратилось к Эмили с новаторским предложением. Они пригласили ее применить свои методы в пилотной программе, направленной на реабилитацию спасенных диких животных, особенно тех, которые пострадали в результате незаконного браконьерства и торговли ими. Поначалу Эмили колебалась, но потом увидела в этом возможность проверить универсальность своих методов. Она согласилась возглавить команду, которой было поручено реабилитировать группу травмированных слонов, спасенных от браконьеров в Африке. Проект был сложным из-за размера слонов, их интеллекта и глубоких психологических травм, которые они несли с собой. Эмили отправилась в заповедник дикой природы в Кении, окунувшись в совершенно новую среду, где ставки были значительно выше. Во время своего пребывания в Кении Эмили познакомилась с доктором Самирой Мванги, ветеринаром, которая поначалу скептически отнеслась к методам Эмили, опасаясь, что они могут чрезмерно упростить решение сложных проблем. Однако, увидев уважительный и терпеливый подход Эмили к слонам, Самира стала важным союзником, предоставляя научные знания, которые улучшали интуитивные методы Эмили, сочетая традиционные знания с современной наукой. Как только со слонами наметился прогресс, заповедник столкнулся с серьезной угрозой со стороны браконьеров, пытавшихся саботировать проект, опасаясь, что успех может привести к ужесточению законов о борьбе с браконьерством. Однажды ночью произошло проникновение, но благодаря новым мерам безопасности, принятым по предложению Эмили, попытка была пресечена. Однако этот инцидент привел команду в состояние повышенной готовности и бросил тень на безопасность святилища. Новости о попытке саботажа и успехе программы реабилитации привлекли внимание международных СМИ. История Эмили теперь была не только о дрессировке лошадей, но и о ее более широкой борьбе с преступлениями против дикой природы. Ее работа привела к приглашению выступить в Организации Объединенных Наций, где она выступала за глобальную политику защиты дикой природы и делилась своими идеями по реабилитации животных. Вдохновленная своим опытом работы на глобальной платформе, Эмили решила расширить сферу деятельности своего института, создав отделение, занимающееся восстановлением дикой природы. Она запустила образовательную программу, направленную на обучение защитников природы по всему миру своим методам с помощью технологий виртуальной реальности, которые имитируют различные сценарии дикой природы. Эта инициатива не только распространила ее влияние, но и установила новый стандарт ухода за животными и их реабилитации по всему миру.
Через 6 месяцев после создания программы реабилитации диких животных к Эмили обратилось Международное природоохранное агентство с необычной просьбой. Им понадобилась ее помощь с небольшой группой серых волков, которых перевезли в национальный парк на северо-западе Тихого океана. Эти волки, имеющие решающее значение для экологического равновесия, проявили неожиданные признаки агрессии и стресса, что потенциально поставило под угрозу программу реинтродукции. Несмотря на ее огромный опыт общения с домашними и полудикими животными, волки стали для Эмили новым испытанием. Их дикая природа и критическое отношение общественности к программе реинтродукции еще больше усложнили ситуацию. Город. Движимая своей приверженностью делу защиты животных и восстановления экосистем, она согласилась взяться за эту задачу. По прибытии Эмили столкнулась с противодействием не со стороны защитников природы, а со стороны местных владельцев ранчо, обеспокоенных угрозой, которую эти волки могут представлять для домашнего скота. Ее присутствие и намерения были неправильно поняты, что привело к конфронтации, которая грозила сорвать проект еще до его начала. Эмили приходилось справляться с этими человеческими конфликтами, оставаясь при этом сосредоточенной на своих целях в отношении поведения животных. Чтобы лучше понять поведение волка, не прибегая к навязчивым мерам, Эмили сотрудничала с технологическим стартапом, специализирующимся на мониторинге дикой природы с помощью неинвазивных дронов и анализа с помощью искусственного интеллекта. Эта технология позволила получить беспрецедентное представление о социальной структуре волка и причинах, вызывающих стресс, что позволило Эмили адаптировать свой подход более эффективно, чем когда-либо прежде. Когда ситуация с владельцами ранчо обострилась, вновь появилось знакомое лицо, предложившее поддержку. Доктор Самира Мванги, ныне уважаемый деятель в области охраны дикой природы. Самира использовала свое влияние и опыт, чтобы стать посредником между Эмили и владельцами ранчо, организуя общественные собрания, чтобы рассказать им об экологических преимуществах волков. Ее участие помогло изменить общественное мнение, превратив бывших противников в осторожных сторонников. Настоящий поворотный момент наступил, когда ранее агрессивный и изолированный молодой волк начал проявлять признаки интеграции в стаю после пересмотра подхода Эмили, основанного на ее наблюдениях с помощью беспилотника. Этот успех был зафиксирован в прямом эфире и широко распространен, демонстрируя положительное влияние программы реинтродукции не только на волков, но и на экосистему в целом. Это публичное признание значительно повысило поддержку методов Эмили в рамках всего проекта. Спасибо, что присоединились к нам в этом невероятном путешествии. Нам не терпится услышать вашу реакцию на это удивительное видео. Подождите, пока вы не увидите, что девушка сделала с жеребцом. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы получать больше интересного контента.